Мы связали верхние лапки, нижние лапки. И сейчас нам нужно обратить внимание на то, как расположен маркер. Посмотрите, что вам нужно сделать: довязать петли смещения, или если у вас, допустим, маркер проходит вот в этом месте, вам можно просто спустить 2 петли до сгиба. Я довяжу несколько петель. Я провязала петли смещения до места сгиба лапки. Теперь нам нужно набрать 6 воздушных петель. Для удобства я повешу маркеры. На первую воздушную петлю и шестую. Присоединяем вторую ножку и вяжем 18 столбиков без накида. Дальше провязываем 6 столбиков без накида по воздушным петлям. Провязываем 18 столбиков без накида по второй ножке. Проверьте, чтобы у вас ножка не была перевернута. Провязываем 6 столбиков без накида по второй стороне цепочки из воздушных петель. Устанавливаем маркер и провязываем 15 столбиков без накида.
Делаем прибавки, провязываем 1 столбик без накида, прибавка. Повторяем 3 раза. Теперь провязываем прибавку 1 столбик без накида 3 раза. И до конца ряда провязываем 21 столбик без накида. Далее вяжем 10 рядов по 54 столбика без накида. Я провязала 10 рядов, и сейчас мы будем набивать игрушку. Нам нужно плотно набить ножки. Особенно нижнюю часть лапки. У меня прорезиненная ручка у крючка, и очень удобно холофайбер проталкивать. Наполнителя берите понемножку, чтобы не образовывались пустоты. Напомню, что я вяжу полотно способом крестики. Оно получается очень плотное и не растягивается при набивке. На этом этапе мы набиваем только ножки. Достаточно плотно нужно набить нижнюю часть. В бедрышки можно добавить наполнитель попозже, когда мы будем набивать животик. Проверяйте, чтобы не было пустот. Продолжаем вязание. И теперь мы будем выполнять убавки. Первый ряд с убавками провязываем 7 столбиков без накида, убавка. Убавки я выполняю следующим способом. Подхватываю за передние стенки 2 петли и протягиваю через них ниточку. Дальше провязываем 7 столбиков без накида, убавка. И так до конца ряда. Нам нужно сделать 6 убавок. Дальше провязываем 3 ряда
по 48 столбиков без накида. Следующий ряд с убавками провязываем 6 столбиков без накида, убавка, повторяем 6 раз. Дальше провязываем 2 ряда по 42 столбика без накида. Следующий ряд с убавками провязываем 5 столбиков без накида, убавка, повторяем 6 раз. Следующие 2 ряда провязываем по 36 столбиков без накида. Добавляем наполнитель. На этом этапе нужно плотно набить бедра и нижнюю часть игрушки. Мы плотно набили ножки и нижнюю часть игрушки. Вот такая красивая округлость уже формируется. Продолжаем вязать ряд с убавками. В следующем ряду мы провязываем 4 столбика без накида, убавка, повторяем 6 раз. Следующие 2 ряда провязываем по 30 столбиков без накида. Следующий ряд с убавками
Провязываем 3 столбика без накида, убавка, повторяем 6 раз. Дальше провязываем 2 ряда по 24 столбика без накида. На данном этапе нам нужно набить игрушку практически до финального состояния. Нам осталось провязать один ряд с убавками, и мы будем ввязывать лапки. Равномерно добавляйте наполнитель. Приминайте наполнитель к стенкам полотна. Но делайте это аккуратно, чтобы полотно не деформировалось. Я достаточно плотно набила тело, оставила небольшое расстояние для того, чтобы удобно было ввязывать лапки. И наполнитель потом добавим перед тем, как пришивать голову. Нам осталось связать последний убавочный ряд. Провязываем 2 столбика без накида, убавка. Повторяем 6 раз. Довязали. Чтобы определить место, где нужно привязывать лапки к телу, необходимо сложить полотно пополам, вот таким образом, сплющить его немножко. Берем лапку и примеряем. Отсчитываем количество петель от лапки до маркера, от того места, где лапка будет присоединяться к телу. У меня получается 1, 2, 3, 4, 5. Мне нужно провязать 5 столбиков без накида. Рассчитайте количество столбиков. Я провязываю 5. Беру лапку, прикладываю той стороной, где у нас осталась ниточка. Подхватываю
петлю лапки, петлю тела и провязываю столбик без накида. Петлю лапки, петлю тела, столбик без накида. Еще 2 раза. Обязательно подтяните ниточку. Разворачиваем вязание и примеряем вторую лапку. Также складываем полотно пополам и прикладываем лапку. И отсчитываю. 1, 2, 3, 4. У меня получается по спинке мне необходимо провязать 1, 2, 3, 4 столбика без накида. Беру лапку и подхватываю петлю лапки и тела, провязываю 4 столбика без накида, соединяя лапку и тело. Подтягиваем ниточку и провязываем петлю до маркера. У меня осталась 1 петля. Дальше нам нужно провязать 18 столбиков без накида. И провязываем соединительный столбик. Вытягиваем нитку и обрезаем, оставляя хвостик для пришивания головы достаточной длины. Мы привязали лапки, тело готово, осталось добавить наполнитель. В следующем видеоуроке мы будем с вами вязать голову. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых мастер-классах. До встречи!